Еще раз добрый вечер. Мы сегодня будем работать с интересной темой. Да, то есть, с одной стороны, вот я сказал, биоянтра нам понадобится, или вея, или отрада, да, то есть, у кого она есть. А с другой стороны, у нас есть такая карта, которая называется перспектива. То есть, какие перспективы мы можем себе открыть, и каким образом они могут начать проявляться в нашей жизни с помощью карты перспектива. Ну, во-первых, у нас есть перспективные направления, говорят, да, то есть есть бесперспективные направления. Чем они друг от друга отличаются? Что бесперспективно человек бьется и без толку, и ничего от этого не меняется в его жизни. А перспективное то, которое начинает резкое изменение в положительную сторону, и что-то начинает открываться новенькое, что раньше в жизни человека почему-то не наблюдалось. Так вот, что мешает? Бывает вот этим перспективным направлением. Да? Ну, с одной стороны, может мешать это какие-то вот искажения, которые привносятся средой внешней, да, то есть у нас мы бы хотели что-то поменять, но почему-то нам это не удается, потому что у нас не хватает там энергии, не хватает связности, не хватает целостности. И вот хотелось бы чего-то добавить, что-то изменить, а не получается. Да, то есть вот, казалось бы, вот, оно должно, вот уже все готово, все уже сделано, а оно почему-то не случается. То есть случай почему-то не счастливый получился. Значит, нам надо научиться создавать счастливый случай. Да, то есть что еще может мешать? Ну, мешает, не хватает мерности. То есть мы то есть та задача, за которую мы взялись, она слишком сложная для того, чтобы мы могли в этой задаче что-то сделать. То есть вот этой сложности внутренней не хватает. То есть мы, получается, не состыкованы с этой задачей, и она для нас не может реализоваться. Ну, вот эта мерность, это как возможность себя проявить, ну, как более многомерному объекту. Но все мы здесь существуем как некая проекция, да, чего-то многомерного, какого-то там высшего «я», которое мы здесь олицетворяем вот в этом трехмерном теле, в разуме и душе. Но иногда хочется чего-то вот еще более высокого. Да, то есть почему? Ну, потому что мы знаем, что где-то вот есть она, это вот более высокодуховная жизнь, потому что мы о ней где-то вот на уровне какой-то генной памяти помним, что мы здесь не просто так оказались в этом мире, и мы хотим вот что-то такое интересное и сложное сделать, чтобы оно проявилось из того, что у нас уже когда-то было. Ну вот, не хватает, да, то есть вот поэтому светлицы мы используем для того, чтобы повысить эту мерность. Но бывает так, что вот вот среда, обстоятельства и так далее, вот никак не получается нам выйти за рамки вот тех ограничений, которые у нас есть. Да, то есть мы бы рады, но не понимаем, что надо делать. То есть за счет этого у нас нет возможности начать вот какие-то действия, потому что нужная информация не приходит, нет какой-то возможности ее усилить. Да, то есть вот даже если мы возьмем какие-то деяния божественные, да, то есть вот в плане там сотворения мира и так далее, что-то еще происходило. Ведь Бог, как говорят, не сам все только делал, да, то есть есть еще какие-то вот высшие сущности, которые ему помогали и так далее, да, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы там и так далее. В других там религиях это еще как-то они их называют там, да, то есть боги разные, то есть есть высшие боги, есть какие-то более низшие боги, есть духи, стихий, там, мест и так далее. Да? То есть получается, что есть определенная иерархия вот этих вот духовых сущностей, с которыми мы почему-то не всегда можем наладить связь. Ну и поэтому вот возникает мысль, что если мы хотим какие-то перспективные направления начать открывать, нам надо какая-то помощь нужна, толчок, да, то есть, ну, допустим, вот карточка перспективы, она нам может создать условия для того, чтобы мы могли вот эти изменения начать. Но не всегда этого достаточно, да, почему недостаточно? Ну, что-то еще не хватает. Да? Почему? Ну, как в лесу увидеть что-то перспективное? Ну, надо залезть повыше, да, то есть на самое высокое дерево и оттуда увидеть
что же там вдалеке. Вот. Лезли, залезли на самое высокое дерево, глядь, а там гора. А гора закрывает эту всю перспективу. То есть надо было бы сначала до горы дойти, залезть на эту гору, а вот на горе найти самое высокое дерево и так далее. Ну, то есть получается, что мы с той точки, с которой мы находимся, мы можем эти перспективы не сразу увидеть. Да? То есть нам нужно, чтобы кто-то, допустим, может быть, кто-то за нас бы сбегал бы на эту гору, залез, посмотрел, и потом пришел и к нам рассказал. Вот туда надо идти, а вот сюда, даже на эту гору, может, не стоит и лезть. Поэтому возникает как бы вот ситуация, когда нам необходим проводник, да, то есть вот который бы нам подсказал, вот нам надо идти в это направление или в этом, да, то есть как бы или как-то нас состыковал с кем-то, кто может нам обеспечить эту вот нужную информацию и так далее, да, то есть, ну, то есть, опять же, некая духовая сущность, которая бы нам помогала. То есть, ну, они вроде бы, как говорят, есть, но это же какие-то сущности, они в своей жизни живут. Мы же не будем вмешиваться в их жизнь. Да, то есть, как бы просить их о чем-то. То есть, они же там тоже скажут, давай обмен, не просто так. Как бы если я что-то буду делать для тебя, то ты тоже для меня делаешь. Помните, там фильм был когда-то такой, когда что-то там сделали для кого-то. Он говорит, должок есть, да, то есть, как бы, вот смотри, за тобой долг. А что в качестве потом долга тебе припишут? Может быть такое, что для тебя слишком дорого от этого избавляться. Ну и начинаются всякие удивительные приключения. Вот. Поэтому вот возникла идея, что можно попробовать сделать себе проводника духового. Вот. И вот как бы сегодня мы попробуем этим заняться. Ну, откуда мы этот дух возьмем? Ну, лучше всего брать свой дух. Да, то есть ни от кого не зависит, чтобы. То есть если я беру свой дух, свою частичку своего духа, то, естественно, нам не нужен никто другой. И мы уже согласованы со своим духом, мы же с ним уже все связи налажены, если мы частичка себя. Вот, поэтому мы попробуем сегодня вот поработать со своим духом и создать условия для того, чтобы он мог начать проявляться. Но мы это не будем сейчас массово делать, да, то есть как бы мы попробуем пока поработать на примере. Вот. Почему? Потому что вот я когда эту тему начал размышлять и понял, что надо нам сделать какой-то вот такой духовый проводник, который бы нам мог помочь каким-то образом, то пришла мысль, что где он будет жить? Да, то есть это мы его сделали, создали, например, но ему же надо, чтобы у него, мы же его пытаемся вынести за пределы своего тела, значит, ему нужен домик этому проводнику. Ну, раз нужен домик, значит, надо его, этот домик иметь, да, то есть создать его. Как тут помогут нам светлицы в этом плане? Вот. И вспомнил я тут, что вот Оксана Ершова, они вот занимаются как раз различными сувенирами, которые делают из дерева. Ну, а дерево – это как раз тот самый материал, который, с одной стороны, природный, а с другой стороны, он очень сложный с точки зрения, потому что там, опять же, предъявлена некая растительная молекула ДНК, очень сложная, на которые можно, вот, с которыми можно соединять там всяких куча веществ, да? Есть некая определенная структура, с которой это можно связать. И поэтому вот подумалось, что и раз у нас уже есть такая вот заготовка для этих домиков, то попробуем мы с нее и начать. Да? То есть, как бы, вот, Оксана, есть у тебя, да, заготовочка для, вот, да, то есть вот есть такой спил, поближе его к экрану, камере поднеси, да, сейчас мы тебя выведем на побольше, сделаем докладчика. Так, звук только включи, чтобы и прокомментируй свой этот спил. Да, вот это спил из дерева, это береза. Размер примерно сантиметров 5, примерно вот такой вот шлифованный. Гладкий, то есть очень приятно его держать в руках. То есть прям можно, конечно, и меньше размер, но вот это, я думаю, самый оптимальный вариант, который вот можно с ним очень хорошо повзаимодействовать.
Вот у нас в основном береза. Ну и самое лучший материал, я считаю, береза, она и приятна, и по энергетике очень чувствуется. То есть вот береза, вот таких спил, да, вот такие спилы мы вот занимаемся, делаем определенную здесь рисунок, выжиг, и ну, то есть вот такое направление у нас было творчество, разные свечи, и вот у нас были изображения. Хорошо. Спасибо. Значит, тогда мы сейчас вот с этим поработаем. Но это у нас вебинар, это некое коллективное действие, да, то есть поэтому у нас любой вебинар – это некая просветительская деятельность, да, то есть чем мы тут занимаемся? Просвещением, просветлением, озарением и исцелением. Как бы вот 4 части работы со светом, которые мы будем делать. Да? То есть что значит просвещение? Значит, ну, мы обмениваемся светом, друг друга просвечиваем этим светом. Это вот этап просвещения. За счет просвещения у нас появляется возможность жидкий кристалл свой, который у нас есть, немножко почистить, да, в коллективных взаимодействиях, убрать какие-то помехи, то, что нам мешает, и тем самым получить вот чистый жидкий кристалл, на который можно дальше этот свет уже, который просвещением идет, то как бы перенести вот некий образ и его встроить, да, вот каждому, как некую память. То есть память, причем это световая память, которая не задействует как бы голову, и она как бы появляется как некое качество. Дальше что, да, то есть когда образ вошел, получилось что, какой процесс? Образование. Образовался некий у нас информационный блок, да, то есть мы приняли некий информационный пакет. И что? Дальше мы его разворачиваем. Что наступает в результате этого? Появляется такое понятие озарения. Наконец дошло что-то, что у меня раньше почему-то не доходило. Поэтому как мы его завершим, этот процесс озарения, что-то до нас дошло, что мы получаем? Мы получаем вот этот образ, который он есть, как некая частичка пазла, входит в наше общее поле представлений, неких образов, с которыми мы взаимодействуем, да, то есть и создает некое другое состояние целостности, которое у нас, чем то, которое было раньше. Да, то есть вот это понятие исцеления, это как создание чего-то более целого, из того, что у нас уже есть. Да? То есть за счет этого, ну, как раз и, может быть, и какие-то будут уходить болезни, которые являются, например, следствием каких-то искажений нашего собственного восприятия и невозможностью вот нормально взаимодействовать с этой средой. Поэтому на каждый вебинар я всегда предлагаю делать какую-то, ставить задачу там, да, то есть или запрос какой-то делать, или еще что-нибудь, но чтобы в конце концов вот этот кусочек целого, которого не хватало, пришел как некое решение, которое нам потом необходимо. Ну, может, не сразу, то есть не сразу после вебинара, развернется пока этот пакет, тогда станет что-то понятно. Поэтому мы сейчас вот и начнем, да, просвещение. То есть вот у нас есть кусочек дерева, домик для духового проводника, да, проводника к перспективам, к новым перспективам, который бы мог эти перспективы нам развернуть. То есть что он может, этот проводник, делать? Он, значит, как часть нас, да, то есть он вне нас будет находиться, и мы с этого проводника начнем с ним взаимодействовать, да, то есть мы его сначала, это как кусочек света, да, который вот будет записан вот в этот вот деревянный кругляшок, как некий талисман, как некий оберег, да, то есть как бы он будет, ну, как бы неким стражем по отношению к нам. Так как он вне нас, он может какую-то информацию ловить до того, как она к нам пришла. Это раз. Другое дело, что он может быть посредником, да, то есть как бы он как по мерности может быть больше нас, потому что мы его будем создавать как некий возможность работы со светлицами. А светлицы у нас работают со временем, с современными структурами больше мерности, чем то, что мы здесь сами себя представляем, как проекцию. Да? То есть как бы мы где-то вот в Бионете являемся более высокими сущностями, большей мерности. А здесь у нас вот как бы другая мерность, да, то есть как бы вот отображение есть, вот в некий объект, который мы все представляем, вот некое тело, да, то есть тело, душа, разум, как некая структура, которая здесь вот проявлена. Но она связана с этим миром структур
как более многомерным объектом. Да? То есть как мы здесь как некий экран, на который вот некая голограмма отображается, и мы здесь вот можем с этим миром взаимодействовать. Поэтому вот этого проводника перспективного мы будем делать как такое промежуточное звено между вот более высокими мерностями и теми мерностями, с которыми мы умеем взаимодействовать. Почему нам это надо? Для того, чтобы мы могли вот какие-то более сложные задачи начинать решать. Чем более сложные задачи мы можем решать, тем более эффективно мы в этом мире проявляемся, тем более интенсивно можем с ним взаимодействовать, тем более интересная у нас жизнь получается, тем более мы можем выполнить все-таки ту миссию, ради которой мы здесь оказались. А она у каждого есть. Да? То есть важно, если даже мы не знаем, что это за миссия, ну, надо делать то, что, к чему лежит душа, как говорят, и тогда все получится. Поэтому мы вот и занимаемся здесь вот такой вот системой просветления, просвещения, озарения, для того, чтобы в коллективных взаимодействиях можно это было сделать. Кроме того, да, то есть как бы он представитель еще некого сетевого многообразия, да, то есть как бы вот этого бионета, и мы тогда можем через него с сетью более эффективно взаимодействовать. То есть это не обязательная как бы вещь такая, да, то есть как бы не обязательно иметь такого проводника, но я думаю, если он будет, то это очень даже будет неплохо для того, чтобы мы могли с ним начать жить и еще больше радоваться жизни. Но он же сначала будет маленький, значит, его надо сначала будет вырастить, как бы, да, то научиться с ним взаимодействовать, создать условия для того, чтобы он прорастал, то есть чтобы наш дух его наполнял, подпитывал, и постепенно как бы вот эта духовая наполненность, духовая компонента нам обеспечит вот эту более высокого уровня связности. Да, тут вот Оксана как раз на эту тему решила написать информацию и мне прислала. Сейчас мы попробуем ее зачитать. Про этот духовый домен. Значит, что он будет делать? Да? Формирует светоносную реальность духовой проявленности, соединяющую в себе симбиоз светотворчества и собственной духовой силы. Раскрывает духовую суть, заложенную Творцом, световой духовый адаптер создает светонастройку с матрицей экосистемы, формируя конгломерат светоотношений, усиливающий взаимодействие со средой и ее поддержку. Является талисманом, оберегом, магоусилителем, формирует удачное проявление, светотворческое начало для раскрытия ведных знаний, формирует условия для духовного роста и достижения собственного духа. Вот. Кроме того, да, вот мы, например, попадаем в какую-то среду. Да, то есть любая среда – это некое сосредоточение всяких тоже таких духов. Да, то есть как бы есть дух леса, там, дух озера, дух еще. То есть это как бы некие энергоинформационные сущности, как некие силы, которые распределены в природе, и они существуют. Они живут здесь, да, то есть они испокон веку тут существовали. И наши предки, они нам всегда говорили, что надо с ними мирно существовать, мирно взаимодействовать и так далее. Да, то есть создаются определенные градиенты, да, вот таких духовых взаимодействий. И человек, если не умеет с ними взаимодействовать, он может нарваться на что? Ну, на какие-то неприятности не из-за того, что он как-то вот плохо что-то сделает. Он просто не знает, да, то есть как бы пошел, а там как бы очень высокий градиент вот этих вот духовых напряжений, как бы и человек получил там пробой в своей ауре от этого, да, то есть потому что на этой местности вот такая серия. Там нельзя вот именно вот по этой траектории идти, да, то есть а надо идти по какой-то другой траектории, да, то есть как бы вот такой духовый проводник, он может на самом деле нас направлять, если мы будем к нему прислушиваться и выводить на нужные траектории, будет помогать нам взаимодействовать вот этими духовыми объектами, которые есть в окружающей реальности, и тем самым помогать нам лучше адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям. И, кроме этого, будет еще создавать условия для того, чтобы мы могли договариваться через него, ну, с другими вот какими-то объектами. Ну, допустим, даже с другими людьми. Ведь каждый человек, он за ним как бы вот эта многомерная его сущность стоит. Да, то есть как бы она у него существует. Но человек проявляет себя вот как-то ограниченно. Да, то есть он не чувствует этого своего величия, не чувствует вот этого грандиозного своих возможностей, своих состояний и действует как бы исходя из собственных представлений, из ограничений, которые он, допустим, набрал
там, от родителей, от общества, еще от чего-то там, да, то есть как бы есть некие убеждения, которые говорят, ты вот такой-то, такой-то. И человек говорит, да, раз сказали, что я такой, ну, значит, я такой и есть. А у самого личного опыта быть другим у него нету, да, то есть, значит, вот тогда ему нужен такой вот посредник, который бы помог ему набрать вот этого духовного опыта, который бы позволил ему дальше взаимодействовать более эффективно и с другими людьми, там, и с природой, там, и с высшими силами и так далее. И с ним, с этими высшими силами договариваться. Ну, вот, например, вчера, да, то есть, как бы, вот мы поехали сюда, заказали вот эту вот это большое корыто, джакузи, да, то есть едем, а дождь поливает изо всех сил. Вот. Ну, думаю, надо как-то нам это дело поправить. Я когда-то тут пытался поставить в повестку дня здесь вопросы взаимодействия с погодой, но так и не пришлось, как бы. Вот. Ну, и думаю, надо представить, да, что вот у нас ясное небо, синее там, и все хорошо. И мы как бы... Но я даже не знал, что у нас вот такая... Мне же сюрприз сделали. И когда мы ехали, думаю, ну все равно, вот мы едем отдохнуть на дачу, попраздновать, а тут дождь. Неправильно это, да, то есть надо, значит, создать условия, чтобы вот небо, облака разошлись, и все было хорошо. Вот. И все действительно так и произошло. Как бы вот удалось облака разогнать, и было ясное звездное небо, а вот с утра опять начало заволакивать, и вот уже опять пошел дождик. Но когда надо, вот, пожалуйста, значит, природа нам открывает возможности и говорит, ну, надо вам, ребята, ну, пожалуйста, вот вам окошко, в котором вы можете хорошо отдохнуть. Вот. Ну, на самом деле, это нас Борис Евгеньевич учил, что надо вот облака стирать, там иметь, там и так далее. То есть, как бы с природой учиться договариваться, чтобы было тебе хорошо. Вот. И мы на каком-то семинаре в Венгрии, в Румынии, да, то есть проводили семинары, там у нас один товарищ попал, у которого служба противоградовая в его ведении, да, то есть это пушки там всякие, зенитки, снаряды и так далее, то есть они по облакам стреляют, когда они там появляются, грозовые облака, чтобы дождик пошел, а града не было. Вот. И он говорит, ну и мы как раз работали вот с погодой, это облака учились стирать там и так далее. Ему как-то это очень понравилось. И тут ему, ну, когда мы уже уехали, едет он по дороге, и тут звонок от какого-то там края этой Румынии, позвонили его там сотрудники, говорят, вот караул, прозевали, тут туча идет, а нам тут снарядов не завезли, и нам нечем тут эту тучу обработать. Как бы. Тут одна такая громадная, что сейчас точно тут градом все побьет. Ну, говорит, я тогда, говорит, остановился на обочине, говорю, пришлите мне координаты, GPS-координаты этой тучи. Ну, ему присылают эти координаты, он, говорит, я сел, сосредоточился, представил эту тучу и, говорит, начал ее растворять. Растворял, и как бы она у него исчезла. То есть, ну, и, говорит, минут через 20 звонят и говорят, слушай, туча куда-то делась. Вроде шла и куда-то вдруг исчезла. И он говорит, вот мне бы подготовить бы еще таких людей, как бы специалистов, которые бы вот таким образом работали с этими градами. Что там стрелять этими снарядами, когда вот можно вот так вот работать гораздо более эффективно. Вот. Поэтому договариваться как бы вот с окружающим миром, ну, надо этому учиться. Тогда вот этот вот духовый посредник, о котором мы сейчас говорим, перспективный, да, то есть он нам будет помогать договариваться с разными вот, средами, в которых мы вдруг оказываемся. Да, то есть он, с одной стороны, будет нас оберегать, а с другой стороны, помогать налаживать контакты. Кроме этого, вот есть такой один там гуру какой-то маркетинга, и он говорит такую вещь. Говорит, надо договариваться не с человеком, а договариваться с этой сущностью, которая за ним стоит. И тогда, если вам удастся контакт наладить, у вас там все будет получаться. Вы с ними обязательно будете в хороших отношениях, и у вас все будет налаживаться. Вот. Поэтому вот такой вот духовый проводник, которого мы будем сейчас делать, он тоже вот такую функцию тоже будет выполнять. Да? То есть он будет договариваться с другими людьми, но не с ними самими, да, а вот этими духовыми сущностью, которая за этим человеком стоит. Но так как этот духовой проводник, он более высокого уровня, то есть по мерности мы будем создавать, да, как кусочек своего духа, то, соответственно, он будет реализовывать эту вот
программа более эффективна. Но вот этот спил, который показала Оксана, на нем будет что сделано, да, то есть на нем будет нанесена структура светличная, да, то есть как бы там уже технологии мы отработали, будет лазером наноситься рисунок с этой структурой. И тогда можно будет его прямо использовать уже как готовый домик для вот этого вот духа. Ну, мы сейчас на этом примере покажем, как с ним работать, а потом, может быть, будем отвечать уже на вопросы. Ну, да, какие вот есть вопросы по этой теме? Может, по биоянтре, по ВЕИ, там, по отраде, по перспективе. Что делают эти карты? Каким образом они работают? Или мы когда-то уже там все это обсуждали? По-моему, тут у нас собрались все, кто и так все это уже знает. Вот. А вот про духового проводника мы как бы еще не занимались этим. Так, ну ладно, тогда, если вопросов нет, тогда давайте начнем это все и делать. Делать у нас мы будем как бы все вместе вот этого духового проводника для Оксаны сейчас. Ну, как пример такой, да, как бы, чтобы на нем мы могли отработать эту вот технологию, а потом она может вам помочь с этими домиками для духов, потому что там есть варианты, то есть это вот большой, как бы 50 миллиметров, да, то есть диаметром спила, есть еще поменьше, которые можно там использовать как медальоны, кулоны там, например, да, носить с собой, тоже удобно очень. И можно побольше, как подстаканники, то есть, допустим, структурировать воду и так далее, да, то есть, и на них вот сейчас на этом на самом деле ничего не нарисовано, и мы поэтому будем использовать те структуры, которые есть, да, вот вею и нет, ну, биоянтру, вею, там вот эту отраду, для того, чтобы мы этот домик смогли почистить сначала, да, то есть как бы нам, ну, чтобы никто там не жил, то есть та духовая компонента, которая там есть, она даже как бы нам, ее надо вычистить, да, то есть мы же хотим, чтобы только наш там дух существовал в этом кусочке деревянном, да, то есть в этом домике. Фактически мы сейчас придумываем новое светличное изделие вот, по ходу. Поэтому, если есть какие-то предложения, как нам это все делать лучше, вы лучше пишите, рассказывайте, и мы будем это делать. Вот у нас 19 участников сегодня, да, то есть это тоже хорошее число. 19 – это атомный вес фтора, да, то есть футор, то есть мы как бы такое сейчас проектируем некое будущее, потому что этот проводник, он тоже может туда заглядывать. Он может заглянуть в это будущее, посмотреть, что там вам, хорошее это будущее или нет, и там, допустим, потом вас направить, туда вам идти, в это будущее, или, может быть, в какое-то другое, значит, надо поменять какую-то траекторию, то есть что-то сделать. Поэтому, если научиться с ним еще взаимодействовать, то давайте будем сейчас формировать свои намерения, желания, чем протыкать тучи. Да протыкать тучи-то и не надо, потому что надо со средой просто так взаимодействовать, чтобы тебе было эффективно. Я вот когда эту технологию осваивал, взаимодействие с погодой, да, то есть как бы я первый раз как бы и не предполагал, что это я как бы чего-то делаю. Потому что был у нас семинар под Истрой за городом, вот, а мне надо было поехать в Москву. Ну, я как бы собрался и поехал. Сел на электричку, приехал в Москву, а там выхожу из электрички, все залито водой, только что дождь прошел. Ну, я в метро быстренько заныриваю. И да, и смотрю, опять туча заходит. Я как бы в метро выхожу опять где-то, смотрю, опять тоже только дождь прошел, но уже дождя нету. Я, значит, там встречаюсь с кем-то, потом опять в метро, опять выхожу, опять такая же ситуация. Все мокро, видно, что люди с зонтиками еще с мокрыми идут. Вот. А я опять не попадаю. И так вот несколько раз за день. Потом сажусь обратно на электричку, еду уже опять на эту базу, где у нас семинар, и начинается дождь. Идет, электричка идет, и дождь идет, приходит. Ну, думаю, ну вот, ну, все время мне везло, а тут, наверное, все-таки я намокну. Ну, потому что зонта нет, куртки нет. Я так в легкой рубашечке, как уезжал, было, потому что солнечный день.
приезжаю на станцию, на которой мне надо выходить. А там еще от станции идти, наверное, где-то километров 5 до базы. Вот. Ну, дождик такой еле-еле-еле моросит. И я пока иду там через лес, дождик прекращается совсем, облака уходят, расчищаются, небо ясное. Прихожу на эту базу, а мне говорят: ой, говорит, ты не представляешь, что такое было, такое творилось, такая гроза, такой ветрюган, все, даже вот там есть ветки поломанные там на базе лежат, тут просто что-то ужасное. А я за весь день, сколько не ездил, видел только последствия тоже таких же вот гроз и туч, и ни под одну не попал. Да? То есть вопрос оптимального взаимодействия со средой, он как бы вот актуален в том, что ты выбираешь некую траекторию, причем даже не догадываешься, что ты ее специально выбираешь, а природа под тебя подстраивается и тебе делает хорошо. Вот. Поэтому специально тучи протыкать не будем, да, то есть, ну, будем создавать условия для того, чтобы нам было хорошо. Поэтому если мы видим, что нам чего-то там не нравится в погоде, мы вот облака затянули, а нам надо вот, чтобы немножко солнышко было, мы говорим, вот, показываем на небо, где оно тут чуть посветлее, говорим так, и все, и процесс пошел. То есть и небо потихоньку будет очищаться, и через некоторое время вы увидите, что тучи разошлись и выглянуло солнышко. Только понятно, что процесс инерционный, и он требует какого-то времени, чтобы развернуться. Поэтому мы сейчас будем не делать специально что-то для погоды там, или для природы, или еще что-то. Да? То есть мы создаем некое условие, как некую функцию, которая нам необходима для того, чтобы более эффективно быть в этом мире. Да? То есть желание исполнять, там еще что-нибудь. Но с тем, чтобы мы могли самореализацию свою сделать более эффективной. Поэтому мы делаем вот этого проводника, который бы нас мог проводить. Да, то есть как бы, или через него мог бы проходить какой-то ток, который к нам необходим, да, то есть как бы создать условия для поточности, для усиления потока, потому что это тоже задача проводника, создать потоки. Вот. Ну, поэтому нам сначала надо решить первую задачку, да, то есть как бы нам надо сначала почистить домик. И будем это делать с помощью вот биоянтры или Веи там, или отрада, или еще что-нибудь, да, то есть как бы тогда мы должны взять вот эту карточку, которая у нас есть, и сначала на нее настроиться. Ну вот, которая у нас есть из этих вот трех. Если у кого нету, ну тот пытается настроиться тогда на ту структуру биоянтры, которая у нас присоединена к нашему. Кстати, у нас сейчас идет акция, да, то есть как бы есть ряд изделий, которые можно за одну цену взять сразу два. Ну, то есть еще кому-нибудь помочь в применении вот этих светличных изделий. Поэтому как настроиться нам на биоянтру, да, то есть почувствовать, что у нас есть как бы некая возможность разделения, да, то есть разделение на какие-то два объекта. Ну, как бы вот представим, что у нас есть вот, да, рука, вот одна и другая, и вот эти руки у нас соединены, да, то есть как бы, вот как одно целое, как некое одно общее тело, да, а мы их вот раз расцепили как бы и можем развести. Да, то есть представим, что вот у нас есть внутри что-то такое, что у нас есть, ну, как часть чего-то, что нам, может быть, не нужно. Может быть, сейчас не нужно, да, то есть может когда-то пригодится, а пока не надо, ну, мешает. Ну, там набрали рюкзачок чего-то там всякого уже по жизни и несем. А нам уже часть уже и вообще, может быть, не понадобится. А может быть, понадобится, но когда-нибудь в будущем. И что ж мы сейчас это тащим для себя? Когда в будущем надо, мы тогда к этому делу обратимся, да, вот к этой кассе взаимопомощи, о которой мы говорим, которая представляет собой Бионет. И тогда, значит, сдадим вот этот наш багаж на хранение в эту вот. Поэтому мы сейчас, с одной стороны, мы освобождаемся от своего собственного багажа, который нам не нужен, а с другой стороны, вот тот загруженный багаж в этот вот кругляшочек, мы тоже сейчас будем его убирать.
Поэтому мы сейчас будем смотреть на этот кругляшок. Оксана поднесет его нам сейчас вот поблизко опять к экрану, да, то есть как бы мы его сделаем, то есть мы ее расширим на экран. Вот, там кто, ну, кому не видно, тот тыкает просто на этот квадратик с ней, и появляется вот этот у нас кругляшок. Да, то есть настроились, и сейчас я буду рассказывать, что мы будем делать. То есть мы как бы сейчас это делаем без музыки, да, то есть как бы настроились на вот эту вот биоянтру и начинаем представлять, что есть нечто, да, то есть внутри нас, внутри вот этого вот кругляшка. То есть, а смотрим мы на кругляшок этот, потому что мы с ним сейчас работаем, мы его чистим, убираем, да, то есть, что есть что-то, да, что, может быть, могло бы помешать вот этому нашему делу, которое мы сейчас делаем. Ну, то есть, и поэтому мы то, что нам не нужно, мы как бы пытаем как бы послойно снимать, да, то есть, как бы, может быть, не сразу все, да, то есть, как бы слоями такими. Вот один слой как бы сняли, как луковичка, да, то есть шелуху, раз, убрали, представили, да, что такое, раз, как бы, как некую тень. Тень вот с этого вот кругляшочка, раз, и она отошла, да, то есть, потом взяли, смотрим, еще отходит какая-то часть кусочка, да, то есть, как бы тень, как ненужное что-то удалилось. Потом еще. И то же самое как бы с нами происходит. От нас начинают отделяться какие-то вот сущности, которые нам на данный момент не нужны. И мы с ними не боремся, да, то есть как бы они живут где-то сами по себе, в своих каких-то мирах. А сюда спроецировалась вот какая-то его часть, и нам, может быть, сейчас мешает. И мы ей просто говорим: до свидания, можешь идти к себе домой. Поэтому мы сейчас опять вот так вот как бы, даже вот так рукой проводим, да, вот как бы по экранам, так раз, и убрали. Да, то есть как бы раз, другой рукой проводим и убрали, да, то есть как бы, и вот так вот как бы стираем ненужное и отжившее. Оно уже свое отжило, оно когда-то, может, и было хорошим, а сейчас оно здесь уже не нужно. Оно должно вернуться туда, откуда оно пришло. Мы же все сами тоже откуда-то пришли. Поэтому вот сейчас убираем, зачищаем. И видим, как просветляется вот этот образец, он становится, допустим, как будто бы прозрачным таким, ясным и чистым в наших руках. И постепенно мы убираем, да, то есть и мы как бы с себя вот так вот снимаем тоже, да, вот сняли с себя что-то и убрали. Убрали, стряхнули как бы с рук, и опять убираем тоже с себя, так, и стряхнули опять с себя, да. Опять еще раз вот так вот провели и стряхнули с себя, с руки улетело, да. Вот, и так себя, да. Теперь опять вот берем этот кругляшочек вот и удаляем, вычищаем через вот эту структуру биоянтры, разделяемся с теми вот какими-то непонятными вещами, которые в чем мы же говорим, мы же не обязательно от них избавляемся. Мы, может быть, в какую-то камеру хранения их сдаем, пусть оно там полежит пока. Может, когда-то пригодится, мы тогда к этому вернемся. Хорошо. Теперь мы убираем пока этот, Оксана. Теперь вот этот кругляшочек кладешь на структуру биоянтры. Да. Но теперь нам надо образ какой-то вот для этого вот проводника, какой-то образ найти. Ну, чтобы можно было к нему потом обращаться. Пока можешь положить его на стол. Угу. Поэтому мы сейчас вот с Оксаной как бы должны ей помочь. Помочь найти вот образ вот этого вот ее проводника. Ну, потому что мы же потом процесс образования должен пройти. Вот. Поэтому Оксана сейчас попробует подвигаться. Да, то есть вот она будет сейчас двигаться, ей будут приходить какие-то образы, как картинки.
и она будет их отображать, да, то есть, ну, это как такая пантомима, то есть мы не будем задавать ей специально этот какой-то образ и говорить, вот ты сейчас там представляешь собой дельфина, да, вот она там дельфина будет изображать, потом что-то еще. Она просто будет пытаться отобразить вот ту картинку, которая к ней сейчас у ней вдруг появляется. Да? То есть сначала одна картинка будет, потом другая, потом третья, четвертая. Они могут меняться сейчас, могут достаточно быстро эти картинки меняться. Она как бы с ними знакомится и пытается их через себя пропустить. Пропустить через себя своим движением. А мы наблюдаем этот процесс. Да, то есть как бы... И просто как бы просто смотрим. Мы как операторы помогаем ей, да, то есть как бы сосредоточиваем вот это свои взгляды, да, то есть на вот это окошечко, где у нас будет двигаться Оксана, и ей помогаем в этом вот ее непростом деле выбора образа для своего помощника. Вот. А я сейчас включу музыку, чтобы было легче ей это делать. Хорошо. Ну, то есть какие-то образы появлялись? Да, я видела пару образов, но и потом в конце, сначала в виде, было такое ощущение, что в виде какого-то облака было, такое мягкое, и по структуре даже какая-то плазма, вот, ощущение было, что-то такое бесформенное. А потом в виде духа птицы, то есть что-то такое полетное появилось, вот состояние, и вот вроде как бы я вот крылья прям чувствовала. А вот в конце пошла трансформация, вот у меня перед глазами вот этот образ стоит, прям вот на что это похоже, вот даже сложно сказать, вот что-то пенное, но в то же время вот в этих, вот когда пена, да, и есть, вот, или губку взять на примере, вот губчатая вот эта структура, вот, да, именно губчатая такая структура, а вот в этих вот именно ямочках, да, вот в этой губке, они прям как светящиеся шарики сформировались. И этот цвет такой был неоново-голубой или что-то прям с какой-то с бирюзовым оттенком. И это в виде шара. То есть такой прям, такое чувство, что такой шар, а там вот эти вот такая, ну вот формируется еще структура очень интересная и очень светящаяся, и она вот набирает этот цвет, и вот эти шарики, они прям много-много прям на глазах формировались. Ну вот как бы вот еще оно не совсем сформировано, но уже что-то есть. Смешарики. Так, хорошо. Ну, вот есть некий образ, он, может быть, что-то будет трансформироваться, как бы, неважно, то есть это во что-то потом выльется, но нам надо теперь название ему придумать, имя дать, чтобы можно было обращаться, как бы, да, то есть как бы к этому. Но имя будем все вместе давать, то есть как бы каждый, вот как бы вот Оксана, мы видели, как Оксана двигается, да, то есть она вот что-то нам рассказывала, то есть у вас сейчас попробуйте вот это все, что вы видели, упаковать в некое слово, да, то есть слово может быть каким-то абстрактным абсолютно, да, то есть как некий набор звуков, да, то есть как бы, ну, может быть, даже и лучше будет. Пусть это будет абстрактное что-то, чтобы мы не привязывали к чему-то там конкретному. Хотя, может быть, и... То есть, да, то есть, но лучше всего, чтобы это было то, что никогда еще не звучало так, вот таким образом. Мы же тут что-то новое рождаем, да, то есть рождение нового мира, нового образа, нового духа. Поэтому давайте каждый включает свой микрофончик и произносит этот звук. И можно еще его в чате написать, чтобы было понятно, как оно пишется. Потому что не всегда можно разобрать, что это за... Давайте. А Оксана потом из этого вот набора, что у нас есть, она выберет то, что ей больше всего понравилось. Или придумает свое. Так, вот Саша Вежель назвал Эллада. Ну, как бы это уже что-то было такое когда-то. Вот. Ну, пусть будет Эллада, да. Кто еще что скажет? Можете в чате писать сразу. Можете. Ну, вот Наталья Зайцева написала полетно-слетящий. Это да, это вот как бы образ есть, а это все-таки образ. Но надо ему имя дать. Как это назвать? Вот есть другой. Вот экстаз вот Весна написала. Так, какой-то бывший ТАСС. Миула. Как? Миула. Микула? Миула.
Вот прям четко мне пришло. Ну, напишите его в чате. Как. Я не могу написать, у меня нет возможности. Нету. Ну ладно, хорошо. Да. Ну, Миула. Оксана, вы там выписываете себе, чтобы потом можно было выбрать. Вот Ли это тоже уже что-то известное. Вот Ли это женское имя в Израиле, оказывается, есть. То есть, ну, у нее что-то вроде не из Израиля было, я так смотрел, у Оксаны. Так, еще кто чего скажет? Ну, давайте, не стесняйтесь. Просто как бы попробуйте, вот, чтобы рот сам сформировал. Вот вы начинаете говорить, да, то есть, и оно вдруг раз изо рта прямо вылетает. То есть это не вы говорите, а что-то вот за вас, как бы вот это ваша внутренняя сущность, она вдруг сейчас раз и скажет за вас вот это слово, это имя. Имя. То есть попробуйте вот как свертку такой. Это свертка на самом деле, информационная свертка от некого массива. Ее нам надо упаковать вот в одно что-то такое. Чтобы Оксана потом к этому могла обращаться, к своему вот этому проводнику и говорить: эй, ты, иди сюда. А то как его назвать? Как в том анекдоте, да? Тут не было такого. Так, что-то как-то... Ну, вот Елена у нас из Израиля сказала, что такое имя. Вот Звездух. Это кто написал? Это вот Ольга, да? Хорошо. Так, еще что? Еще какие варианты есть? Просто это тоже вот возможность попробовать потренироваться вот в таких информационных свертках. Валькирия, да? Валькирия. Солдух. Вот. О, солдух. Солнечный дух. Хорошо. Может быть, я беру что-то абстрактное, типа I am is. Это может быть тоже на каком-то языке что-то значит, но не знаю. Ну, что в рот произносит? Какое сочетание звуков? Потому что надо пробовать, потому что когда вы пробуете, вы включаетесь в этот процесс и начинаете его как бы через себя пропускать. И тем самым вы как бы вот эту свою задачу, которую ставится, Светлозерск, это город такой, по-моему, есть где-то. Меселина. Вот еще такое прозвучало. Вот. Ну, что, Оксана, там, что-то нравится из этого, или вы свое какое-то придумали? Что вы можете сказать? Ну, мне два варианта пришло еще, но я просто подумаю, конечно, Кая и Улая. Почему-то женское имя Кая, ну, либо Кая, либо вот еще одно пришло звук Улая. Улая. Ну, хорошо. Ну, Улая. ага, ну, вы выберите сами тогда потом, что вам больше подходит как бы из этого дела, как обращаться к вашему духу. Так, ну, теперь нам надо его сформировать. Да, то есть, как бы, вот эту искру Божью, как бы, которая есть вот у Оксаны, например, да, ее, внутри нее, часть ее божественного духа, перенести вот на вот эту вот деревяшечку, на эту плашечку. Да, то есть, как бы, в этот домик, который мы сейчас здесь сделали, этому вот кусочку духа. Как это делается? Ну, на самом деле, дух, он вот у нас воздух. Мы изо рта все время как бы выдыхаем свой дух. Поэтому она берет в руки вот эту вот штучку, вот эту вот плашку. Вот так вот в руки вы берете. Вот. И начинаете туда вдыхать, вдувать как бы вот свой дух туда. Еще раз вдохнули. И можно так резко. Ха! Потом еще подулил. То есть как бы начинаете туда вот вдыхивать, надыхивать ее, да, а мы все сейчас, да, как бы будем ей помогать, то есть мы будем смотреть на этот процесс, да, то есть как бы и своими биолазерами как бы вот мы тоже усиливаем его, то есть мы как бы подсвечиваем Оксану, чтобы ее дух мог туда вселиться вот в этот вот кусочек этого вот дерева, да, замечательного домика из березы, где теперь он может жить. Да? Сейчас я тогда включу музыку. И мы сейчас займемся вот этим вот лазерной накачкой. Ну вот. 8 минут 8 августа сотворяли новый дух.
Вот. Получилось? Хорошо. Теперь кладем вот эту плашечку на карточку перспектива, на структуру перспектива. Вот. Положили. Ну, на стол кладете, да? Значит, теперь надо установить перспективную связь как бы вот с этим вот вашим духом, да, то есть как бы чтобы ваша связность была с одной стороны перспективной, а с другой стороны она была неразрывной. Да, то есть теперь опять как бы давайте становитесь и опять будете двигаться. Мы сейчас опять будем наблюдать, как эта связь будет устанавливаться. То есть мы будем ее подкачивать как бы опять же своими вот биолазерами. То есть мы сейчас усиливаем вот этот дух и создаем для него возможность перспективного проявления. Потому что он как бы сейчас такой маленький, как искорка. То есть как бы вот искорку, вы его положите сейчас на столе на вот эту вот структуру перспектива. Положили, да? Потому что вот эту искорку как бы, да, то есть ее надо потихонечку как бы раздуть, чтобы огонечек такой загорелся. То есть мы как бы вот искру Божию несли из себя, да, то есть Оксана как бы ее внесла, мы ее поддержали как бы энергетически. Теперь он кусочек вот этого ее духа в этом вот домике теперь живет, да, то есть теперь надо его усилить, да, чтобы он там начал прорастать, развиваться, как из искры возгорится пламя. Да, но чтобы нам не просто там как бы абы что родилось, существовало, а мы определенные ставим условия, да, то есть что это связи должны быть перспективные, чтобы это двигалось, ну, развитие этих связей в нужном направлении, чтобы это был, опять же, проводник для перспективных начинаний. Поэтому мы сейчас еще раз включим музыку, уже другую, и попробуем подвигаться вот под эту музыку. Будем налаживать любовь, налаживать отношения с этим духом. Ну вот. Как бы сформировали связь такую вот, да, то есть теперь что мы попробуем сделать? Теперь мы как бы наладим сетевую связь с этим духом, да, то есть мы что сделаем? Возьмем карточку перспектива, каждый возьмет, да, то есть как бы с тем, чтобы мы могли создать сетевые предпосылки для взаимодействия с этим духом, чтобы он работал как сетевой такой адаптер. И будем сейчас согласовывать. Ну, мы будем все двигаться сейчас, да, то есть у каждого как бы есть свои собственные движения, набор движения, но мы тем самым одновременно решаем вот эту свою какую-то там предпосылку своих действий для общего какого-то вот налаживания собственной задачи. То есть делаем задачу свою перспективную и открытую. Открытую для других отношений, для новых связей, для новых образов, для новых каких-то решений, те, которых еще никогда не было, с тем, чтобы мы могли как творцы выступить вот сотворцами этого мира, да, то есть чтобы мы могли вот этот вот свой творческий потенциал, который в каждом огромный, просто невероятно какой громадный потенциал у каждого есть, чтобы мы его могли начать проявлять вот в той мере, в какой у нас это получается. И постепенно расширять вот это творческое проявление на каждом шаге как бы собственной жизни. Вот. Ну давайте, значит, теперь мы как бы все встаем и начинаем все вместе двигаться. То есть как бы попробуем согласоваться с этим духом как с сетевым объектом. Вот прочувствовать, да? С одной стороны, вы карточку перспектива пытаетесь прочувствовать, как она работает, как она с вами взаимодействует. С другой стороны, пытаетесь вот как бы свою духовую компоненту вот согласовать с сетью, с бионетом, биоинтернетом, со своим высшим я. Хорошо. Спасибо всем. Ну вот, некие перспективные связи мы наладили. Теперь давайте обсудим, как это воспринималось, кто что
ощущал. Ну, давайте Оксану сначала расспросим. Какие у нее были впечатления, когда она сотворяла своего проводника? Да, конечно, Домик, очень домен. было очень мощное состояние, когда вот дышали. Сначала вот я видела, как дымок такой вот наполнялся, то есть в виде такой как бы субстанции, такого вот молочного цвета, вот как дымок, он как бы было наполнение. Потом это все плотность увеличивалось. И сначала даже видела, как будто вот ниточки, как бы вот связи, да, то есть начали как бы в эту структуру проникать. То есть сначала как бы световые связи пошли нити, а потом вот это облако начало формироваться. А потом в какой-то момент, ну, я не смотрела, просто вот как бы дышала, вот в состояние в это входила, а потом был какой-то момент один, такая произошла трансформация, я вижу, как будто я надуваю, как надувается шар, вот как шарики, думаем обычные, да, обычные вот эти резиновые шары, но только он был с каждым разом увеличивался размером все больше и больше, становился прозрачный, и я уже вижу вот эту структуру уже не в руках, а как будто она уже вокруг меня. То есть это было потрясающее состояние, то есть вот эта духонаполненность и вот эта прозрачность, то есть он уже был не молочного цвета, а вот именно прозрачный свет, то есть и плотность прям чувствовалась, и оно все расширялось, и мне такое чувство, что мое тело увеличилось тоже в размерах, то есть прямо оно было вот такое, в таком синхронизации, ощущения были, конечно, очень потрясающие. Ну, а потом, когда уже я начала работать под музыку, и вот когда говорили, что из искры возгорится пламя, и вот тут я почувствовала себя огнем. То есть вот прям языки пламени, как будто они из меня прям вот выходили, и вот настолько тело, вот было ощущение, что вот руки – это вот языки пламени, и хотелось прям вот как-то растянуться или что-то вот именно какое-то вот вырастить, да, то есть вот ощущение натянутости тела всего было, и вот как будто вот правда вот эта искра, как будто она пробивается сквозь вот это пламя и раздувается, вот было по состоянию вот один в один, вот тело мое как вот именно как пламя, оно вот прям горело, оно, на самом деле ощущение было, тело прям оно горело и расправлялось, и вот его надо было еще больше, выше, и вот прям чувствовал себя огнем, то есть в огне я прям пылала, горела, и вот это состояние, конечно, оно прям вот дребезжание очень мощно, очень сильно, и вот это сильно ново, неожиданно. Спасибо огромное всем, очень всех благодарю, это вот, ну, это просто поддержка, и посмотрим, как это будет. Буду писать, как это будет проявляться и как работать. Всем огромное спасибо. Спасибо. Кто еще что видел? Какие ощущения были? Поделитесь. Какие наблюдения за процессом? Ну, то есть, что происходило как бы вот здесь, а что происходило как бы на неком невидимом плане, в мире структур, в мире духовых объектов. Ну, можно я Давайте, да, Оля. Я как-то стала пользоваться тетрадкой для рисования, когда вы говорите. И вот сегодня начала рисовать в тетрадке, но потом, когда проявился солярисный знак, когда вы уже начали говорить про, значит, проводника, я решила перенести это на листочек отдельной бумаги. И у меня появился вот такой солярисный знак. То есть сначала ручкой я нарисовала сам знак, а когда уже Оксана работала, вернее, дышала, надыхивала свой светличку, да, свою светличку, то вот желтым фломастером, маркером началось заполнение вот всего этого пространства. И вот она говорит про огонь. Вот в этот момент, когда происходило дыхание, как-то проявились духи стихий: огня, воды, земли. Ну вот воздуха я не очень как бы почувствовала, а вот 3 стихии очень сильно проявились.
Но я так понимаю, что и воздух, вот он тоже, ну, как бы подключился в эту систему всего. И когда Оксана двигалась уже после когда она одна двигалась, и вот мне, ну, это мое личное мнение, что как бы когда трудно, надо сначала, наверное, пустить проводника, а потом идти за ним. Вот момент, что он впереди, а ты за ним. То есть вот этот дух пропустить вперед себя и идти вот за ним, как иголочка с ниточкой. Вот такая вот, ну, у меня мысль возникла во время движения Оксаны. То есть когда трудно, пускай его впереди. Ну, вот как-то вот так вот. А когда уже все мы начали двигаться, интересное пространство сформировалось вот у меня на моей площадке. И пространство в течение музыки, оно поменялось. Оно стало как бы вот ну, в 3 слоя, ну, может быть, еще был, ну, почувствовалось по структуре, как бы вот 3 слоя, и они были по консистенции, по составу различные. То есть они как-то менялись. Вот еще не могу понять, но они как-то вот изменились. И мои движения, они были какие-то немножко, ну можно сказать, новые. Потому что и пространство изменилось, и как-то мне. И в течение вот всей композиции, то есть если я сначала, я обратила прям внимание, что смотрела вниз, но процесс когда шел, и моя голова поднималась, и я начала смотреть вот это вот пространство как-то вокруг. Ну вот как-то так. Спасибо, интересное наблюдение. Вот какое-то духовое пространство сформировалось. Интересно. Так, вот тут у нас кто-то тут что-то написал. Наташа Зайцева написала. Духовая связь с этим объектом сформировалась у каждого участника. Очень большая капля света вошла в этот объект. Угу. Спасибо. Что еще? Кто добавит? Какие наблюдения были? Ну, ощущения, может быть, просто ощущения какие-то были в теле, там, да, или какие-то ассоциации возникали. То есть как бы с разных позиций. То есть давайте мы как бы не вот так, что вот прямо такие картинками, да, то есть как бы вот у нас некое шло действие, да, то есть вот сначала там Оксана сама, да, то есть что-то делала. То есть вот мы наблюдали за этим процессом, просто сидели и смотрели, да, то есть какие ощущения были вот в этот момент. Ну вот, видите как. Теперь уже появился здоровый дух. Отлично. Есть. Еще какие есть комментарии? Пока нету, да? Ну ладно. Тогда мы на сегодня подведем черту. Да, то есть у нас вот есть теперь... Смотрите, что у нас появилось. У нас появился вот такой вот объект, да, то есть как бы вот такой кругляшок, в котором есть частичка вот духа сейчас Оксаны, усиленная как бы нами всеми, да, то есть и такие вот штучки можно как бы делать каждому, да, то есть мы сейчас как раз через небольшое время наладим выпуск таких вот срезов, да, то есть как бы с разных размеров, кому под что, то есть под медальон, если можно хотите навесить на груди, или там в кармане какие там размеры, вот, со светличной структурой сразу, да, то есть вот структура или перспектива, или еще, может быть, даже еще какая-нибудь, может, несколько будет там вместе сразу, будут они нанесены сразу на этот на эту деревяшечку, да, то есть на этот домик для духа, и вы его сами сможете потом своим собственным духом наполнить, как бы сделать себе вот такой вот духовый оберег или там артефакт, или на самом деле множество функций как бы будет выполнять одновременно для вас, потому что это собственная как бы структура, которая вот будет с вами иметь дополнительную связь,
Это как бы вот расширение базы, да, то есть вот вы один, да, тут еще как бы у вас уже сразу становится двое. То есть вы индивидуальность, то есть в одном сразу два. Вот. Поэтому, если какие-то будут вопросы, замечания, дополнения, пишите это в чат. Очень прошу, да, то есть как бы свои вот наблюдения написать в наши чаты, в WhatsApp и в Telegram, чтобы другим тоже было понятно, чем мы тут занимаемся. А то как-то у нас, я смотрю, народу все меньше, меньше, меньше с каждым разом приходит на вебинар. Вот, поэтому надо как-то вот людям рассказать свои собственные ощущения, наблюдения и замечания с тем, чтобы им тоже, может быть, захотелось прийти. Вот. Если будет желание заказать такой вот домик для духа для себя, то вот можно будет тогда к Оксане обратиться и сделать такой заказ. Эти домики будут жить. Как бы они будут жить все время, но как бы имеет смысл там раз в год переселять как бы в другой домик, как бы, да, то есть потому что будет пачкаться, будет он как-то царапаться там и так далее, как бы внешний вид будет теряться, как бы будет уже неприглядный вид иметь такой домик через какое-то время, поэтому для такого вот нежного и нужного существа, как свой дух, надо будет потом заказывать другой домик. Поэтому они будут не очень дорогие, то есть так как они будут существовать где-то год, как бы у них рассчитаны как бы вот их действия. Потом надо будет переселить. Как переселить? Как бы положить другой рядышком домик, и этот как бы туда плавно перетечет и будет уже в новом домике существовать. То есть домик — это домен, да, то есть домен как некая часть реальности, в которой теперь есть вот такая часть, да, то есть то раньше его не было, а теперь он есть. То есть мы как бы выступили в роли Творца здесь, создали условия для проявления новой жизни. В такой виде, в духовном. То есть, может быть, эта духовая жизнь проявится потом еще где-то в каких-то местах. Мы обязательно в нашей реальности. Поэтому благодарю всех за участие. Очень рад, что мы опять смогли встретиться 8.08.2021. Вот у нас день такой получился вот симметричный, да, то есть двойка в кубе, а потом опять двойка, опять еще одна двойка. Как бы, видите, такие двойки у нас как бы удвоение наблюдается. Да, то есть мы ее как бы вот возводим еще в какую-то степень. Поэтому вот эта степень нашего совершенства, она растет. Будем ее развивать дальше вместе с вами. Спасибо огромное всем, большое спасибо за такую работу. И я буду писать, какие будут дальнейшие наблюдения, обязательно все свои ощущения выпишу. Спасибо всем огромное. До свидания. Счастливо. Поем песенку. Ку-ку. Бай-бай. Бай-бай. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Я надеюсь, через неделю мы встретимся. До свидания. До свидания.